Главный штаб ВМФ. Выхожу из района одиночного плавания. Все виды боевой подготовки выполнил успешно. Посторонних целей на воде, в воздухе и под водой не наблюдаю. Эскадра вице-адмирала Чернова работает 1440 миль на норд. Согласно плана, обойду эскадру, следуя к родным берегам. Командир 703-го. Под термином «тайные операции» следует понимать все виды деятельности, которые проводятся или одобряются правительством Соединенных Штатов Америки против враждебных иностранных государств или групп. Однако эта деятельность планируется и осуществляется так, что внешне никак не проявляется ее источник – правительство Соединенных Штатов Америки. А в случае ее разоблачения правительство США может правдоподобно отрицать до конца всю ответственность за нее. Из директивы номер 10/2 Совета национальной безопасности США. Hi folks, today is Saturday and we're back on the air with the ACB television news service. Сегодня суббота, и мы снова с вами. Я Билл Олдер и Датси Норман, телекомпания ACB. Идет второй день ежегодных учений наших стратегических наступательных сил. В полной боевой готовности находятся баллистические ракеты наземного базирования, атомные ракетные подводные лодки и стратегические бомбардировщики. Вся триада имеет сейчас конкретные цели на территории Советского Союза. Учение охватывает территорию Штатов, Канады, всю Западную Европу, Индийский океан, Австралию, Океанию. Мы с вами на борту Нимеца, в западной части Тихого океана. Здесь командующий эскадрой адмирал Робинсон, контр-адмирал Павелли, его ближайшие помощники. А теперь, видите те корабли? Это русские корабли. Правда, это всего лишь передовая часть русской эскадры. По нашим данным, на подходе к ним авианосец «Новороссийск», 6 ракетных фрегатов, 5 суперэсминцев, 4 больших десантных корабля с морскими пехотинцами, 2 танкера и плавучий госпиталь «Енисей». Командует русской эскадрой вице-адмирал Чернов. У русских тоже очередные маневры в этом районе Тихого океана. Наши и русские плывут на юг, где, скорее всего, и развернутся заключительные фазы маневров. Корабли постоянно следят друг за другом. Они находятся всегда в боевой готовности. Конечно, военная игра может обернуться конфронтацией и началом военных действий, но тогда, возможно, что мы сядем, наконец, за стол решающих для мира переговоров. А пока наши парни из Пентагона думают лишь об одном. Ракетные погреба открыты, пальцы на курках и кнопках. Что поделаешь, мы живем в ядерный век. Но я, как и вы, надеюсь, что и на этот раз все будет окей.
Во Вьетнаме группа Хесселта выполняла мои личные задания. Я бы советовал тебе еще раз подумать. Может быть, ты прав. За эти годы он подустал, но на это дело, я надеюсь, у него хватит сил. Рад вас видеть с таким же молодым, Хесселт. Вы прекрасно выглядите. Ну, как ваша рука? Иногда воюет со мной. Да, помню. Дельта Меконго, Сайгон. Сколько лет вы не были в Штатах? 15, сэр. Вы просите о переводе? 6-й год подряд. Та история с вьетнамской деревней, которую спалили ребята из вашего взвода, вызвала тогда большой шум в Штатах. Здесь многие хотели увидеть вас на электрическом стуле. И, по-моему, я правильно сделал, спрятав вас от посторонних глаз. Та деревня, это ведь был ваш приказ, сэр. Общественность интересует конкретные убийцы. Но дело не в этом. Мы должны помогать друг другу. Я беру вас в центральный аппарат, майор. Капитан, сэр. Я сказал майор. Садитесь. Благодарю. Далее. Счет ваш увеличится вдвое. Вы получите полковника вне очереди. Вы вернетесь с Гриффитом в Штаты. Но все это только после того, как вы выполните одно наше поручение. Что случилось? Дерьмо. Sit down, Frank. What's the matter with his arm? Что у него с рукой, Фрэнк? Напалм. Угодил под нашу же бомбардировку. That's not what I'm interested in. Понятно. What will happen to him? Что его ждет потом? Кого ты жалеешь, Майкл? Ублюдок, садист, сжег под Сайгоном целую деревню со всем желтопузым выводком. Зачем же ты вытащил его из этого дерьма? И не его одного, Майкл. Не его одного. Если в наших отношениях с русскими наступит потепление, нам придется резко сократить производство важнейших стратегических систем. Космических, наземных, морских. Подрядов лишаются крупнейшие корпорации страны. Потери сотни миллиардов долларов. И это прежде всего наши с вами потери. Наш бизнес. Вы можете говорить более конкретно? Пожалуйста. Вот основные программы, которые нам придется свернуть, если президент договорится с русскими на предстоящих встречах.
Первое. Фирмы-разработчики прекращают все эксперименты с противоракетным космическим оружием. Второе. Замораживается линия сборки новых стратегических бомбардировщиков В-1 и самолета-невидимки «Стелт». И последнее. Мы прекращаем строительство атомных подводных лодок типа «Огайо». Знаете, во что все это обойдется? По миру пойдут 130 ведущих фирм. Потери от свертывания перечисленных проектов и программ – 460 миллиардов долларов. Такова цена разрядки. We still have 3 holes to play, I think. This 6-iron, it might help. Do you think we make it back before cocktail hour? Oh, we'll do that. I'm thirsty. I wouldn't mind a glass of orange juice right now. Yeah. Really? I'll tell you one thing, you guys. If we do this, we'll go bankrupt. Предвидит ли это Сенат? Схватить за глотку производство, дающее работу по крайней мере 1/5 части населения штатов. Они там с ума сошли. Надо было отвечать, наконец, на поток убедительных советских предложений. А что скажет ЦРУ? Положение весьма серьезное. Нам всем необходимо не допустить любые контакты нашей администрации с Советами. Короче говоря, нужна акция, которая заставит мировое общественное мнение надолго отвернуться от русских. Такая акция нами хорошо подготовлена, и надежные люди ждут моих указаний. Сегодня я хочу получить ваше одобрение. А что это за акция? В центральной части Тихого океана находится одна из наших секретных баз. Она расположена на одном из необитаемых островов, это ничейная земля. От нападения базу охраняют 2 ракетных катера и подводная лодка. Эта же лодка является выносным командным пунктом, откуда можно управлять стартом ракеты, которая пойдет с базы. Что будет мишенью? Пассажирский лайнер. Чей? Порт приписки Сингапур. Вот заявление для прессы. По вполне вероятным данным Министерства обороны США, советская крылатая ракета большой дальности с обычным зарядом поразила вчера вечером пассажирское судно, следующее из Сан-Диего в Сингапур. Те немногие, кого удалось спасти, сообщили, что незадолго до катастрофы с борта корабля видели перископ подводной лодки. Данные Министерства обороны говорят о том, что эта лодка, скорее всего, входит в состав русской эскадры, ведущей маневры в южной части Тихого океана. Специалисты полагают, что Россия имеет здесь позиции атомных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами повышенной дальности. Как считают специалисты, русские ракеты могут беспрепятственно поражать крупнейшие порты континентальной Америки и Японии на Тихом океане. Мне надо подумать, все взвесить. Джентльмены, в конце концов, демократия – это ведь не только голосование «за» или «против», но и право воздержаться. Внимание мистеру Краудеру. Пассажирский лайнер «Вьен» покидает порт. Водоизмещение 12 тысяч тонн. Скорость 18 узлов. На борту 1500 пассажиров. По нашим данным, теплоход будет в заданном квадрате через 72 часа. Корабль войдет в зону поражения через 72 часа. Я могу вылететь немедленно. Сегодня отдохните, развлекитесь, а завтра в путь. Да, слушай, Джек. Единственное спасение для твоей руки – массаж. Дэн здесь? Да, сэр, позовите его. У меня есть прекрасный подарок для тебя, Джеки, от чистого сердца. Переведете Дэну, что он поедет с этим джентльменом.
Его подобрали в Сингапуре. Не знает ни слова по-английски, зато владеет секретами тибетских мазей и массажа. Виртуоз. Да, сэр. Но помни, все в твоих руках. Я понял, сэр. Посмотрите, что вытворяют эти крошки, сэр. И запомните, Хэссельд, это последнее задание. Все в ваших руках. Сигарету. No thanks. And then we'll take a glass with us, right, babe? А мы по стаканчику. And a bottle to the room. И бутылку в номер. Эй, малыш, пойдешь с нами развлекаться в номер? Ну я пошла, Чарли. А ты много не пей, а то у нас ничего не получится. Просто не верится. Мы в Штатах. Как в сказке. Я давно не верю в сказкам, Эдди. Но мы ведь здесь. Вы майор, я штаб-сержант. У нас куча денег. Нам надо подумать, как остаться в живых, Эдди. Краудер ничего не делает просто так, за красивые глаза. А такие задания дают только смертникам. Вы устали, сэр. Посмотрите лучше, как на вас смотрит эта шоколадка. Меня ждут, извините. Встряхнитесь, шеф. И запомните, Хэссельд, это ваше последнее задание. Все в ваших руках. Дерьмо. Но меня не проведешь. На румбе 330. Начать малую уборку! Ну и заплыли мы, командир. У них здесь и рыба-то не клюет. Вот именно. А вот у нас на Оке я в прошлый отпуск сама поймала. Часа 4 все деревни тянули. Давай, давай.
Не, ну точно. Топором потом на уху рубили. По деревяне, что ли? Ага. А у нас там сейчас весна. Соловьи поют. Вот бы послушать-то. А ты знаешь, в Америке нет соловьев. Да ну? Честно. Исторический факт. Не прижились. Не понравилось, видать. Наверное. Ох, и домой охота. 6-й год к отцу никак вырваться не могу. Все некогда. А где он у вас? Под Владимиром. Соседи. Хозяйство у него все-таки какое-никакое. Да. И помочь некому. А мне все некогда. Нехорошо. Да. Как вернемся, первым делом махну к отцу. Хоть на неделю. А меня с собой возьмете? Помощником? Конечно, с удовольствием. Спасибо тебе. Whose boat was it, Jack? Это затонувший корабль. Чей он? Американский. It was a little bigger than our yacht. Немного больше, чем наша яхта. Japanese jet fighter forced her right onto Японский самолет загнал его на рифы, и он затонул the whole там. crew was lost. But the safes were left. А сейф находится в каюте капитана. Where did you learn that from? From a Откуда ты узнал об этом? От одного just японца. by chance. Случайно. Он хочет быть в доле? No way. Нет. T-minus 80. T-minus 75. T-minus 70. T-minus 65. T-minus 60. T-minus 55. T-minus 50. T-minus 45. T-minus 40. T-minus 35. T-minus 30. Now the target is 500 miles До away. цели 900 километров. Right. The Принял. target is within firing range. Цель в зоне поражения. T-minus 15. T-minus 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. .500 miles to a target. До цели 900 километров. Speed as calculated. Высота полета и скорость расчетные. Some trouble with the Система наведения self-targeting включилась в поиск цели. unit. There's an extra target. Radar reading is 250. Появился сбой в работе блока самонаведения. Low speed. It's very near the base. Посторонняя цель по пеленгу 215 градусов. Western group of islands. Малоразмерная, тихоходная. Она совсем близко от базы. The missile changed its course. Вышла из-за юго-западной группы островов. You know what depth it's at? На какой глубине затонул этот корабль? It's about 50 or so meters. Около 30 For метров. me, it's nothing. I was Для down меня up это не the- страшно. We'll find the ship. Корабль должен быть где-то в районе этих островов. Then everything will be ours. Of the И все last будет cent. наше? До последнего цента.
The missile is returning. Warhead Ракета резко изменила курс. Она возвращается. Головка ракеты захватила цель номер 2. Захват прочный. Есть коррекция. Есть снижение. Головка ракеты прочно держит цель номер 2. Цель в зоне поражения. Самоликвидатор. Hold on, I'm coming. Кэрол, помоги мне втащить на лодку аварийный запас. Что здесь? Все. Палатка, рация, карабин, ракетница. Быстрее. Господи, что с нами будет, Джек? Включи скорее рацию. Дай сигнал бедствия. Нас должны услышать. Этот остров недалеко. Постараемся выбраться. Ходовой КПС. Есть ходовой. Принят сигнал СОС. Широта 3340, долгота 13218. Есть. Штурман, пелинг, дальность. Есть. Пелинг 45, дистанция 160 миль. Группа островов в квадрате 1042. 8 часов хода. Главный штаб. Что-нибудь известно о классе корабля, который подает СОС? Сигнал очень слабый. Наверное, такого передатчик. Шхуна какая-нибудь, товарищ командующий. 1500 миль от эскадры Чернова. Американцы отреагировали на сигнал? Все корабли адмирала Робинсона находятся на своих местах. Не хотят нарушать равновесие. Или не слышат? Вполне возможно. 10 минут назад их разведчик покинул район маневров. Другой самолет будет через 7 минут. Может, тогда услышат. В любом случае, пусть Чернов пошлет в район бедствия один из самых быстроходных кораблей. Может, лучше поручить это 703-му? 703-й идет домой. Он был в одиночном плавании несколько месяцев. Переход любого из кораблей эскадры адмирала Чернова к островам займет 3 суток, товарищ адмирал флота. А 703-му ходу максимум 8 часов. Добро. Что еще? Товарищ адмирал флота, самолеты морской авиации, совершающие учебно-боевые полеты над Тихим океаном, зафиксировали подземный старт ракеты. Где? Там же, откуда был принят сигнал бедствия. Это ничейная земля. Отменная позиция. Крылатые ракеты большой дальности, размещенные на этих островах, контролируют все дороги из Тихого в Индийский океан. Да и до нашего восточного побережья не такое уж большое подлетное время. Предлагаю немедленно обследовать этот район, товарищ адмирал флота. СОС и старт ракеты, как нам всем представляется, связаны. Не возражаю. Кто этим займется? 703-й. На корабле подготовленный экипаж и подразделение морской пехоты. Добро. Подготовьте радиограмму 703-му. Командиру 703-го. Оказать помощь неизвестному судну и обследовать группу островов в квадрате 1042. Задача – обнаружить неизвестную стартовую ракетную позицию. Выполнение операции поручить подразделению майора Шатохи. Сожалею, что вынужден задержать возвращение в родную базу после длительного одиночного плавания. Главный штаб. Ох, это же надо. Ни одного облачка. Хоть бы дождик такой. Да смелее, Данилов, смелее. Вон мужик какой здоровый. Резче движение, резче. Да не так. Да не танцуй ты, Данилов. Ну-ка. Ой, елки. Ну, по-моему, это не профессия. Ты это о чем? Самолеты, корабли, танки. Люди, сидящие у кнопок, мастера вымирающих профессий.
Предлагаешь вернуться к луку со стрелами? Вернулся бы. Будь моя воля. Да, браток. Это как же ты с такими мыслишками к нам-то попал? Сам попросился. Конечно, сам попросился. Не верьте ему, товарищ майор. На гражданке он врезали ему разочек ни за что. Шрам до сих пор на лице. Болтун. 2 наряда. Значит, захотел научиться драться как следует. Гены позвали, товарищ майор? Интересно, что же это за гены? А Даниловы всю жизнь воевали. Начиная еще с Наполеона. Все российские награды у нас были. Дед рассказывал. Вояка? Всю войну прошел. От Бреста до Берлина. 3 славы имеет. Ну вот видишь, какие гены у тебя хорошие. Так что не валяй дурака. И форма наша тебе к лицу. Наша форма всем к лицу, товарищ майор. Верно. Было бы с содержанием. Сейчас приду. Значит, вы, ребят, без меня тут позанимаетесь? Ты их, Круглов, погоняй. Я скоро. Из-за неисправности ракету пришлось ликвидировать. Для подготовки следующей нужны сутки. Готовьте вторую срочно. Я слышу сигнал бедствия. Очевидно, это корабль, в который попала наша ракета. Что делать? Сигнал могут услышать русские или адмирал Робинсон. Русских возьмете на себя, а Робинсон — это мое дело. Он не услышит. И запомните, Хесселт, от этой операции, от точности ее выполнения зависит ваша жизнь. Вы поняли? И еще, Хесселт. На север от вас, 1800 миль, маневрируют наши и русские эскадры в квадрате ПК-10. Корабли спускаются на юг к вам. Трижды проверьте блок наведения второй ракеты. И не дай бог вам ошибиться снова. Тогда я не дам и цента за вашу голову. Поняли? Все. Мы ведь можем подготовить ракету быстрее. Вы не ошиблись? Мы и подготовим ее вдвое быстрее, Гриффит. И она поможет нам вырваться, наконец, отсюда. Иначе всем нам каюк, Эдди. Но ведь Краудер обещал вам. Сукин сын твой, Краудер. Вспомни, что он сделал с твоей женой Паулой тогда в Сайгоне. Заткнись. Прости, Эдди. Crowder has kept us. 15 лет Краудер гоняет нас по крысиным норам. Он не хочет, чтобы мы вернулись в Штаты. Он слетит со своего поста, если кто-нибудь из нас заговорит про его делишки во Вьетнаме. Он задавит нас. Не задавит. Все тузы в моем рукаве. Если получится мой план... Какой план? А ты на кого работаешь? Не понимаешь меня? Well, come on, dear monkey, come Ну on. иди сюда, дорогая моя обезьяна. Do your stuff. Делай свое дело. Monsoon, monsoon, I'm Gloria 400, calling Pago Pago Coast Guard. Monsoon, monsoon, I'm Gloria 400, calling Pago Pago Coast Guard. Monsoon, monsoon, I'm Gloria 400. Пассат. Я Глория 440. Береговую охрану Паго-Паго вызывает Глория 440. Прием.
You read me over. Прием. Что-нибудь слышно? Damn, not a sound. Ни звука. It's okay. We'll make Не волнуйся, дорогая. It's okay. Все будет хорошо. Что случилось? Ракетницу, быстро! Подлодка. Где? Мы здесь. Скат, я Медуза. Да, Дрейк. Вижу людей. Где? Юго-западный остров, сэр. Небольшая палатка. Около нее надувная лодка. Мой радист слышит СОС. Точнее, Дрейк. Мужчина и женщина. По-моему, американцы. Похоже, ракета накрыла их корабль. На воде есть какие-нибудь следы? Не вижу. Продолжайте следить. Ну что, обезьяна? Говори, кто тебя послал? Краудер? Вас повесят. А, заверещал. Ты же ни слова не понимал по-английски. Все, Эдди. Это был человек Краудера. Теперь мы начнем выполнять наш план. На базе на подводной лодке и на катерах наши люди. Нам нужна ядерная боеголовка. Но охрана погреба, где она хранится, подчиняется только Краудеру. Действуем, Гриффит. Быстро. Скат, ответьте Пуме. У нас тревога. Нападение на ядерный погреб.
SCAD calling Puma. Are you receiving? Over. I'm SCAD calling Puma. Do you read me? Okay, Langer. Ну, Ленджер, что случилось? Объект Пума, сэр. Скрыто хранилище ядерных боеголовок. Обе головки имеют устройство вроде маяка. Слышите? Сигнал слышим только мы. И мы проследили путь боеголовки. Вы говорите же, черт возьми. Она стоит на ракете, сэр. Listen, Hasselt. Hasselt, I know you can hear me. ты ведь меня слышишь? Don't do anything crazy, Jackie. Не сходи с ума, Джеки. What the hell? Что ты хочешь, черт подери? What the hell do you want? Зачем тебе ядерная боеголовка? Answer me. Ты уже покойник, вы все обречены. Отвечай, Hasselt. I'm warning you. Ты понимаешь, во что начал играть? Answer me, Hasselt. Не молчи, Hasselt. Keep trying to raise him. Продолжайте вызывать. Puma, Puma, I'm SCAD. I'm SCAD calling you. General Duke. Listen, Генерал Duke. Самуэл слушает. Now. Надо встретиться, Дюк. Are you receiving? Over. I am SCAD calling Puma. Do you read me? I'm SCAD calling Puma. The range of the missiles is such that we can. Дальность ракет такова, что они могут поразить Сан-Диего и Владивосток. Причем здесь Сан-Диего? Ваш Hasselt не посмеет ударить по Штатам. Допустим, что он ударит только по русским кораблям. Они, а что им останется, ответят залпом по нашей эскадре. Русским и в голову не придет, что ракеты принадлежат какой-то третьей силе. Хотя одна ракета, пусть и с ядерным зарядом, это, я думаю, всего лишь военная акция, но не война. Конфликт не выйдет за рамки Тихого океана. Ограниченная война? За последние 2 года НАТО провело 5 маневров, в которых разыгрывалась ядерная война в Европе. 5 раз мы защищали Европу, и ровно 5 раз война, уничтожив ее, переносилась на территорию Штатов. Мы обсуждаем конкретную ситуацию, а не гипотезы. Что вы предлагаете? Не дожидаясь запуска ракеты с базы, немедленно привести все наши силы в полную боевую готовность. При первом же опасном действии со стороны русских обрушить на них всю нашу мощь. Мы за первый и самый решительный шаг. Армия предпочитает активные действия. Если же я получу приказ не делать этого шага, это будет самый тяжелый день для вооруженных сил Соединенных Штатов. Приказ отступить деморализует армию. Запомните это. Все твои доводы бессмысленны, Дюк. Главное, что наша акция провалилась. Мы должны спасать положение. Я вам не говорил, но, очевидно, случилось то, чего я боялся. Hasselt спятил. И думаю, что он пустит ракету по одной из эскадр. Мы должны его уничтожить. Иначе война. Короче, мне нужен стратегический бомбардировщик. Он пойдет к острову и сотрет его с лица земли до того, как Hasselt и его взбесившаяся банда запустят эту проклятую ракету. Русский фрегат занял позицию в 15 милях от базы на норд-норд-вест. Лег на курс к цели в квадрате PQ-10. Буду на месте через 3 часа 20 минут. Информируйте меня о всех стадиях полета. Как, майор, готовы? Да, мы всегда готовы. Оружие получим и вперед. Ты будь там поаккуратней. Да, я думаю, там ничего серьезного-то нету. А без риска в нашем деле... Зря не рискуй. Я буду на связи. Добро. Ну, вперед.
Арсенал. Я Фагот. Нахожусь в квадрате 1041. Четко прослушивается сигнал СОС. Идем на снижение. Конец связи. Нашел! Вон они! Не отставать! Вижу вертолет. Это русские, сэр. Все с оружием. Идут в палатки. Hello, I am Major Shatokhin, Soviet Union. Майор Шатохин, Советский Союз. To our ship, please. Прошу на наш корабль. Jack Harrison, United States. Джек Харрисон, Соединенные Штаты. Моя жена Кэрол. Круглов. Очень рада. 4 морских пехотинцев и офицер. Они входят в палатку. Пусковые системы к старту готовы. Принял. Я все сделал, сэр. Что это? Как вы и просили. Программа, сэр. Все данные о движении нашей и русской эскадр в квадрате PQ-10. Нижний ряд – путь пассажирского лайнера. Через 3,5 часа он выйдет из зоны поражения. К черту лайнер. Мне нужна русская эскадра. К юго-западному острову подошел их эсминец. На остров высадилась русская морская пехота. Что будет дальше, мы не знаем. Получен приказ навести нашу ракету на русскую эскадру в квадрате PQ-10. В ваших расчетах нет ошибки? Все в порядке, сэр. Я дважды проверял. Немедленно вводите программу в головку ракеты. Цель – корабли русской эскадры. Хорошо, сэр. Чей это остров? Ничей. И все остальные вокруг. Это необитаемые острова. Я летчик островных авиакомпаний. Открыл эти острова. Один из них закрепил за собой. Да, тут хорошо, но очень жарко. Майор, я видел здесь подлодку. Она ваша? Нет, не наша. Вы поможете нам добраться до своих? Мы свяжем вас с адмиралом Робинсоном. Зачем вам нужен тот остров? А где вы видели подлодку? Чуть левее того выступа. Чего он тарахтит? Острова, говорит, это ничейные, и до сих пор, по его сведениям, необитаемые. А он летчик островных авиалиний. Вот один островок закрепил за собой, на всякий случай. Капиталист? Yes, I'm a capitalist. Yes. Ну, в общем, welcome to our ship. No, we'll spend the night here. A woman on board is bad luck, they say. Чего? Женщина, говорит, на корабле к несчастью. Суеверный. Прав. Then I'll leave our doctor. Я вам оставлю нашего врача. Стоит ли? У меня царапина. Ничего, ничего. Так, спокойно.
Okay. Ой, говорила мама, учи английский, сынок, учи. Да. Русский вертолет улетел. У палатки остались американцы и русский офицер. Американец этот, Харрисон, утверждает, что видел подводную лодку между островами. Вот здесь где-то. А вот чья она, эта лодка? Американская, французская? Может, английская? Думаешь, с нее пустили ракету? А черт тебя знает. Во всяком случае, ракета угодила в яхту, потопила ее, с подводной лодки это видели и смотались. От греха, это факт. Ну, а если не было никакой лодки? Так что же американцу померещилось? Все может быть. Кстати, почему он отказался пойти к нам на корабль? Да вроде жена не захотела. А может быть, он остался, чтобы предупредить кого? И это может быть. В шифровке главного штаба ясно сказано. Ракета вышла из-под земли. И следы ее старта надо искать на одном из этих островов. Если в штабе не ошибаются, то здесь действительно находится чья-то стартовая площадка. И очень удобная, между прочим. Вот гляди. Все дороги из Тихого в Индийский океан и назад, как на ладони. Только нажимай кнопки. Обычно такие базы очень хорошо маскируются, еще лучше охраняются. Кстати, эта подводная лодка может входить в состав боевого охранения этой базы. Вот что. Свяжусь-ка я с главным штабом. Давай, связывайся, а я буду действовать по обстановке. А может, мы все усложняем? Дай-то Бог. Значит так. Утром я отправляю тебя, снимаюсь с якоря, хожу вдоль островов и жду твоих сообщений. Может, тебе матросами помочь? Да нет, не надо, пожалуй. Я и своих-то не всех беру. Знаешь, первогодки. Не хочу рисковать. А дело это темное. Короче, если что, дам знать. Договорились? А пока, командир, можешь спать спокойно. Да я вроде вздремнул немного. Пойду морячков подбодрю. Устали ребята. Какой месяц в одиночном плавании? И я своих проведаю. Ну, будь здоров. Всех в палатке убрать без шума. Не оставлять следов. Почему мы не полетели с русскими, Джек? Я не верю им. Почему? Как они оказались здесь раньше наших? Зачем им нужен соседний остров? А подводная лодка? Увидев нас, она тут же скрылась. Почему? Ведь мы давали СОС. Это русская лодка. И ракета тоже с их корабля. Спи, дорогая. Выкарабкаемся.
Carol! Напишите бортовой номер этого корабля. Write the hull number of this ship. Ну, а у тебя есть кто-нибудь? Да у нас в селе одни парни. А в соседнем? До ближайшей деревни 36 километров по реке. Ну, через сопки 18. А там все невесты расписаны. С яслей еще. Он у нас одинокий волк, дерсу зала. Белку в глаз бил? Не бил, товарищ прапорщик. Зачем ее бить? Белки и так мало стало. А тайгу ее беречь надо. Значит, в охотники больше не пойдешь? Не пойду. На бульдозер сяду. Со старателями. Золото мыть будем. Золото – это хорошо. Ладинг шип. Десантный транспорт. Ладинг. Разрешите вопрос, товарищ прапорщик? Ну, рискни. А это правда, что наш командир взял вас в плавание с гауптвахты? Было дело. Ну и за что вас туда? Он минералочки зашел попить в кафе. А там драка завязалась. 4 на 2. Товарищ прапорщик сказал им брэк. Они в 6 на него навалились. Дружки оказались. Ну, пришлось уворачиваться. 2 стола вдребезги. Да это они, когда разлетались. Ну, а дальше? Ну что, милиция, потом комендатура. Потом приехал наш майор и от чистого сердца впаял мне 3 суток. А за что? За то, что в милицию попал. Да не, все правильно. Какой ж ты морпех, если в милиции оказался? В нашем деле что главное? Вовремя смыться? It's right? Это поступок. Ты о чем? Да я про нашего майора. Сам наказал, сам помиловал. Так трудно ему без меня. Такие, как я, на дороге не валяются. Верно, сержант? Так точно, товарищ гвардии прапорщик. Гвардеец. Разрешаю остаться на сверхсрочную. В школу прапорщиков поступишь. Главное, домой вернуться, к матери. Младшие братья. Присмотреть за ними нужно. А отец? А отец в реке утонул. Давно. В ледоход. Так, почему не спим? Душевный разговор, командир. Понятно. Данилов, Паршин. Ну-ка быстро. Признаки замаскированных ракетных позиций противника. Закамуфлированные объекты под рельеф местности. Вентиляционные шахты, люки, колодцы. Стоп. Данилов. Выдвижные радиоантенны, повышенная радиоактивность, сильная загазованность. Верно. Вот это завтра будем смотреть. Значит, завтра после подъема получить в арсенале по 2 боекомплекта. Даже по 3. Есть. Гранаты, патроны, ножи обязательно. В общем, все хозяйство. Данилов, как рация? В порядке, товарищ майор. Смотри у меня. Значит, взлет завтра, то есть уже сегодня, 5:00. А сейчас всем спать. Отбой. Сигнал бедствия подавала американская яхта «Сатурн». При оказании помощи ее экипажу погиб капитан Филатов и жена владельца яхты Каролина Харрисон. Группа майора Шатохина ведет поиск стартовой позиции крылатых ракет. Командир 703-го. Товарищ майор, капитан 3-го ранга Бурлаков прибыл в ваше распоряжение. Слушай, капитан, прочеши с матросами весь этот остров до основания. А мы займемся другим островом. Задание ясно? Так точно, ясно. Выполняй. Есть. Направо. Вперед, бегом, марш! Гвардия, за мной. До объекта 600 миль. Бортовые системы бомбометания получили данные цели в квадрате PQ-10.
Major! Major! Всем вертолет. Живо! Major! Who did it? Кто это сделал? I don't know, Харрисон. Я не знаю, Харрисон. I'll go with you. Я лечу с вами. Это невозможно. They killed my wife. Но они убили мою жену. Ну что с ним делать? А чего он хочет? Да с нами лететь. Вообще-то понять можно. Жалко мужика, командир. I want revenge. Я хочу отомстить. Ну что с тобою? Let's go! Арсенал, я Фагот. Как слышите меня? Прием. Как слышите меня? Прием. Ты за ним Понял. присматривай. Слышимость 5 баллов. Конец Держи. связи. Министерство иностранных дел СССР уведомило американскую сторону о событиях, доложенных вами в главный штаб. Ответ будет дан в самом скором времени. Независимо от этого, кораблю и группе майора Шатохина продолжать работу и действовать по обстановке. Решительно и быстро. Главный штаб. Приготовиться. Scat, there is 5. See the chopper? Вижу вертолет. To the base. Он завис над базой. Арсенал, я Фагот. Нахожусь в квадрате 1041. Приступаю к работе. Слушай меня через каждые полчаса. Форд, мне нужны заложники. Берите их живьем. Hold it. Drop your guns.
Брось автомат. Shit! Hey, Russians! Drop your guns! Эй, русские! Оружие на землю, по одному ко мне. Выродки вонючие. Серега, Серега. Быстро, быстро! Вон тот не бросил пулемет. Пулемет на землю. Брось, Паршин. Товарищ майор! Брось, говорю. Брось! You fucking bastard! Саня, живьем этого волосатого! Живьем! Жив, малыш? Рацию разбил, гад! Вперед! Хессел, русские преследуют меня. Они уже на базе. Поднимайся. Все переходим на запасной КП, на подлодку и катера. Базу остается охранять группа Хорца. Ни одна посудина, ни один человек не должны приблизиться к базе. Слушаюсь. Топите всех. Эдди, мы ударим по русским. В ответ они сцепятся с кораблями Робинсона. В этой заварухе мы уйдем. Краудер уже записал нас в покойники, но он еще услышит, как мы хлопнем дверью. Мы будем жить, Эдди. Серега. Ага. Давай. Ну-ка, бери. Данилов, Пашин. Я. Обследуйте лагуну. Ищите все входы, вентиляционные люки, шахты, двери. И попробуйте хоть как-то просигналить на корабль. And you with them, мистер Харрисон. И вы с ними, Харрисон. Нет, я с вами.
Ладно, окей. Но смотри у меня, без шуток. Побольше шуму. Понял. Пошли. Ой, говорила мама, не лази по колодцам. Я хотел бы знать, что вы задумали, Хесселд. Погружайтесь, Дрейк. Глубоко зарылись, супостаты. Внимание. Ищем главный пульт управления, пусковые установки и узел энергоснабжения. Есть связь с базой. Все системы дистанционного управления к работе готовы. Куда ты? Даун! Саня! Готовность 10 минут. В систему самонаведения ракеты введены координаты целей. Группа кораблей в квадрате PQ-10. Заряд ядерный. Подавители помех включены. Отметка цели устойчивая. Готовность 5 минут. Платформа.
Обратный отсчет. 300, 299, 298, 297, 296, 295. All systems ready to fire the Russian groups within the firing range. Все системы к стрельбе готовы. Русская эскадра в зоне поражения. Слышишь? Здесь. Американец отстал. Хрен с ним. Ты слышишь? Они же по нашим хотят. По нашим! Бей! Кабели! Не отставай! Проскочим! До старта 180 секунд. 178. 176. Русская эскадра в зоне поражения. Все системы в норме. Открыть крышки. Хесселт. Линия базы обесточена полностью. Атакуйте русский фрегат. Но это война, Хесселт. Это безумие. Русские уже на базе. У нас нет другого пути. Гриффит. Атакуем русский фрегат. После этого возвращайтесь к базе. Любой ценой включите резервную подстанцию. ГКП, акустики, эхо, пелинг 220, дистанция 76. Эхо четкое, с металлическим оттенком, угловая протяженность 6 градусов. Классифицировать подводную цель. Классификация контакта. По пеленгу 165, дистанция 7 километров. Подводная лодка, курс 25, скорость 18. Есть. Боевая тревога. Боевая тревога! Есть. Доложите результаты познавания. First, second, third, fourth. Торпедная атака. Шум торпед по пеленгу 200 градусов. Дистанция быстро сокращается, пеленг не изменяется. Лево на борт. Самый полный ход. Командиру БЧ-3. Торпеду уничтожить. Носомер был топсь. Топсь выполнено. Правая носовая залп. Это война, командир. Будем атаковать до полного уничтожения. Командиру БЧ-3. Атаковать подводную лодку всеми видами оружия. Правый торпедный аппарат и топсь. Топсь выполнено. Залп! Ходовой бип. Подводная лодка уничтожена. Товарищ командир, две надводные цели, справа 30. Ходовой бип. Есть. По пеленгу 0, дистанции 80 километров. Обнаружены две быстроходные малоразмерные цели. Курсом на корабль. Корабль к бою.
Number one, fire! Первый огонь. Наблюдаю старт ракеты с головного катера. Number two. Вторая огонь. Наблюдаю разделение целей. Пелинг 0, дальность 80 километров. Обнаружена воздушная групповая цель. Курсом на корабль. Пелинг 0, дистанция 80. На запрос не отвечает. Командиру БЧ-2. Воздушные цели уничтожить. Ракетным комплексом принять цели указания. С приходом в зону цели уничтожить. Ракета номер 1 уничтожена. Ракета номер 2 уничтожена. КПС, командир, доложить в главный штаб. Подвергся нападению. Вступил в бой. Командиру БЧ-2. Ракетные катера противника уничтожить. Наблюдаю поражение головного катера. Ходовая БИП. Есть. Надводная цель номер 2 легла на обратный курс. Круглов! Прикрой! Командиру БЧ-2. Сосредоточить огонь по цели номер 2. Не дать ей выйти из зоны обстрела. Ракетно-артиллерийским комплексом правого борта. Принять цели указания по цели номер 2. Цель уничтожить. Ну что, малыш, притомился? Немного. Я тоже. Ничего не поделаешь. Мужская работа. 9 граммов сердца. Постой. Не зови. Говорила мама, сиди дома, сынок. Вообще все ничего получилось. Командир, а? Все нормально. 5 баллов, Саша. Дай закурить. Так вы же не курите. Давай.
Леди и джентльмены, вы видите, они возвращаются. 5 минут назад адмирал Робинсон отдал приказ закончить маневры. Все корабли, все подводные лодки и самолеты возвращаются домой. Я думаю, что такой же приказ отдал своим кораблям и вице-адмирал Чернов. Учения закончены. И на этот раз все прошло благополучно. Мы были предельно корректны по отношению к русским. И я, Билл Олдер и мой коллега Датси Норман прощаемся с вами и говорим вам до свидания. Системы бомбометания обрабатывают цель. На одном из ничейных островов в квадрате 1042 обнаружена замаскированная американская позиция крылатых ракет большой дальности. Одна из пусковых установок была подготовлена для удара ядерной боеголовкой по эскадре вице-адмирала Чернова. При выполнении служебного долга пал смертью храбрых командир группы гвардии майор Шатохин, командир 703-го. Нахожусь над целью. Бомбы пошли. Американская сторона категорически отрицает свою причастность к событиям на островах в квадрате 1042. Кораблю немедленно присоединиться к эскадре вице-адмирала Чернова. Главный штаб.